Привет, это не туристы. И мы добрались до старта Эль Камино де Сантьяго. Сейчас ровно 2 недели, как мы выехали из Минска. Мы приехали в Брест. Понеслось. 5 июля 2019 года мы сели на поезд и отправились в Брест. Из Бреста автостопом в Варшаву, а из Варшавы улетели на самолете в Барселону. Приехали мы в Барселону, и что? Соленая абсолютно. Вода. Соленая вода. Не верится ни хрена. Счастливо невозможно. Первый раз на море. Первый раз. Но задерживаться в Барселоне мы совсем не собирались. Туризм кончается, начинается путешествие настоящее. Доехали мы, походу, зайцем. Только что первый раз просил еду, бутерброд. Нам предстояло добраться к началу пути Сантьяго. Мужик, который дал нам водички, пригласил к себе на ужин. Оливьешка. Впервые за эту неделю мы нормально поели. Никого. От Барселоны до начала пути 600 километров. Денег с собой всего что-то около 3 евро. Доброе утро! Как выяснилось, автостоп не самый простой способ передвигаться по Испании. Смотрят на нас все так, как будто мы изобрели автостоп. Я натерла ногу, и мне больно. Пришлось обмануть дядю кондуктора. Осталось чуть больше 100 километров, и мы наконец-то уже будем идти наши 750 километров пешком, стопить по Испании. Просто задолбало. Научился просить хлеб. Наше автостопное вот это вот приключение совершилось. Мы добрались в Сен-Жен-Пье-де-Пор. Что с нами стало за 2 недели? Посмотрите на этот нос. Он просто обгорел. 2 недели в пути, и мы во Франции, у подножия Пиреней, в 20 километрах от испанской границы. Это начальная точка самого популярного варианта Эль Камино де Сантьяго – французский путь. Вот этот вот маленький значок говорит нам о том, что до Сантьяго всего-то каких-то 790 километров. Но перед тем, как выдвигаться, нам нужно было кое-что раздобыть. Ракушка – это символ Камино Сантьяго. И еще одну, не менее важную вещь. Мы получили паспорта пилигримов. Вот такие вот. Дяденька в столе регистрации увидел, что я сейчас расплачусь. Он долго не понимал, что у нас вообще нет денег. И в итоге такой типа... И закинул за нас 4 евро. У нас теперь есть бумажки нужные, и мы можем идти вот. В некоторых местах с помощью этого документа можно поспать и поесть за донейшн. А еще в него каждый день пути нужно ставить печати. Стандартный уже перекус. Багет и фасоль. Потрясная фасоль. За 89 центов. И Решили отпраздновать свое прибытие в Сен-Жен-Пье. бутылку французского настоящего шампанского. Обустроились мы в районе кемпинга. Тут есть раковины, розетки, душ и туалеты. Так что мы постирались, приняли душ. В принципе, я думаю, мы готовы. Завтра можно идти. 20 июля 2019 года, время без 10, 9 утра. Мы начинаем Эль Камино. Пиренеи. Дорога под 45 градусов. Чисто вверх, в гору. Идти. И вот мы идем. Прошло километров 5. Осталось всего 775 километров. Да ты посмотри на это.
Майкл Джексон курит в сторонке. В тот день, войдя в туман, мы как будто оказались в параллельной вселенной. Но тогда, конечно, еще не догадывались об этом. Я не знаю, почему хотел пройти этот путь. Даже сейчас, когда его уже прошел. Лошадка! Лошадка. Эта идея была со мной лет 10. Это была мечта. Мечта, для осуществления которой за эти 10 лет я так ничего и не сделал. Только в беседах иногда упоминал, что таковая имеется. Красота тут неописуемая. Как будто дальше просто не успели нарисовать. По сравнению с тем, как мы были в Сен-Жан-Пье, мы поднялись уже на высоту 1100 метров. Идем практически все время в гору. Если бы не было вот этого вот моросящего дождя, смогли ли бы мы сейчас только пройти? Даже так, когда идешь, все равно жарко. Дождик охлаждает немного. Мы даже и не заметили, а оказывается, уже несколько километров идем по территории Испании. Он на меня смотрит. Когда в начале пути мы оформляли паспорта пилигримов, нам дали полный список альберги на пути, причем не только до Сантьяго, но и дальше до самого океана. Альберги – это такие хостелы для идущих камино. Некоторые из них работают за донейшн, но встречаются такие нечасто, не в первый день. Мы наконец-то добрались до Рансенвалеса, преодолели Пиренеи. Прошли 26 км. Тут 3,5 здания, из них большинство отелей, либо едальни и церковь. Где мы сегодня будем спать, я не знаю. У нас, скорее всего, один спальник вымок, второй вроде как сухой. На улице как будто бы туман, только это прям настолько туман, что аж дождь. Сразу же можно было оценить, на какие крутые рельсы поставлена вся система аттракциона под названием Сантьяго де Компостела. Ты заканчиваешь свой путь, жутко уставший, попадаешь непосредственно в альберг, в первый же. Там тебя встречают прекрасные хоспитальеры, которые говорят: ты, наверное, очень сильно устал, ты, наверное, очень сильно хочешь спать, давай же скорее тебя уложим в кроватку, давай, давай, давай. Начинают всячески окучивать, отправляют тебя спатеньки. Хорошо, окей, только у нас бабок нету. Раз все так серьезно, Никита решил попросить местного батюшку, отца, приютить нас. Есть тут возможность поспать на полу, неважно. Главное, чтобы крыша была. Ну, с этим есть определенные сложности. И что-то начал мне на испанском тереть. У нас есть предположение, что вся вот эта вот паломническая, около святая смысловая нагрузка Эль Камино себя исчерпала. И в данный момент это просто очень крутой аттракцион. Спали вчера в итоге на ресепшене хостела. К нам подошел местный святой отец. Не тот, сказал: ребята, спите здесь, все окей, все нормально. Чему мы были довольно-таки рады. Продолжаем. Изначально, когда мы планировали ехать в Испанию, мы даже не задумывались о том, чтобы пройти путь Сантьяго. Нам просто хотелось моря, солнца и проехать автостопом Европу. Но слишком уж это стандартная история. И тогда, буквально за 2 недели до нашего вылета, Наташа сказала: мы ведь едем в Испанию, у нас есть куча времени, если не сейчас, то когда? Красиво все это. Безумно. Но тяжело. В горку с горки, в горку с горки.
очень долго шли к городку под названием Зубири, в районе 22 километров. Спускаясь и поднимаясь по камням постоянно. Думали, что тут будет магаз, купить фасоли хотя бы. Магаз по понедельникам не работает. Попросил я хлеба в одном заведении по классике. 2 таких кусочка они мне дали. Я как бы не говорю, что мне все должны, но как-то вот до этого на такую не напарывался я вещь. Спали мы в прекрасном палаточном лагере. И в 12 часов ночи зарядил дождь. Мы немножечко промокли. И просто сейчас пойдем в ночь. Но надо пройти 13 километров до места, где, по идее, можно будет бесплатно заночевать. Очень хочется кушать. Такие дела. Мы мокрые, холодные, голодные. Дошли наконец-то до альберги. Нам сразу же вынесли воды, вынесли орешков. Деревня Забальдика. Здесь мы в первый раз попали в альберге де Натива, и я даже не знаю, как описать чувство от того, как нас тут приняли. Думаю, это было одно из самых важных мест, встретившихся на нашем пути. Именно там стало наконец понятно, что это все не зря. Принял душ. Вау, прекрасно. Высушили все вещи, постирали то, что нужно было постирать. Просто потрясающе. Вот тут чувствуется дух, видимо, такого настоящего камина. Возможно, даже стоило пережить такую ночь, как сегодня, когда уже под конец просто не было сил для того, чтобы оказаться здесь. Здесь мы впервые смогли пообщаться с другими пилигримами. Вместе приготовили ужин и, о господи, съели его. Ну и, конечно, поспали наконец-то в кроватях. 7 утра, 23 июля. Выдвигаемся дальше в сторону Памплоны. Из Забальдики мы вышли уже не одни. К нам присоединились Аня из России и датчане Ганс и Олаф. Они несколько раз назвали нас сумасшедшими и на всякий случай решили накормить. Вот по этой улице люди 3 недели назад убегали от быков. Памплона – первый крупный город на Камино Франсес. Здесь мы решили немного сбавить темп, осмотреться и переждать жару, а заночевать где-нибудь неподалеку. Но у погоды в тот вечер были свои планы. Вчера произошла довольно странная штука. Поднялись мы на гору и стемнело. Началась гроза. Мы рассчитывали пройти еще 3 километра до следующего городка. Но, учитывая рельеф, отсутствие деревьев, это было реально небезопасно. И там же на горе оказался чувак с машиной, который сказал: ребята, может, я вас подкину? И мы подумали, если испанец предлагает подвезти тебя на своей машине, отказываться нельзя. Спали на улице вот в таком прекрасном месте. Сейчас заканчиваем чистить зубы и стартуем. Наш классический завтрак. Только вместо фасоли сегодня нут. И, как всегда, выпросили половинку хлеба. Все деньги, которые у нас были, ушли вот на эту вот баночку нута. Постоянно нас спасают фонтаны с питьевой водой. Фонтаны с питьевой водой и желтые стрелки. Желтыми стрелками размечен весь Камино, благодаря им на пути практически невозможно заблудиться. В
В этот безумно жаркий день они привели нас к прохладе и уже знакомой компании, которая чуть позже стала даже больше. Сегодня спали на детской площадке возле фонтанчика. Вчера ночью в 10 вечера все дети со всей деревни выбежали на улицу. Ну тут штук 20 домов. Фонтан, Да. и детская площадка. Все. Мы думали ложиться спать. Жизнь закипела. Хотелось спать очень сильно. Нас напоил датчанин. Все. Зато языковой барьер как не было. Немного с похмелья, но сытые, отдохнувшие и даже с небольшой суммой денег мы вышли в то утро в путь. Путь Сантьяго есть, по сути, любая дорога, ведущая в город Сантьяго-де-Компостелло. Паломничество в Сантьяго – ритуал, которому уже больше 1000 лет. И хотя поначалу для нас это было именно путешествие, а не ритуал, постепенно мы проникались им все сильнее. Сегодня шикуем гаспачо в банке от сока, холодненький, и батон за евро. Жизнь стала понемногу налаживаться. Мы все больше доверяли пути, который хоть и не становился проще, но, несмотря на жару, давался уже полегче. Тем более, что в городке Эстелья нас ждал уже второй на нашем пути альберге Донатива. Реально вино. Охренеть. Это же просто мечта алкоголика на самом деле. У нас бы с бидонами чуваки приходили бы каждое утро, набирали бы каждый час себе просто по бидону вина. Никого нет, всем пофигу. Все просто подходят, чуть-чуть попробуют и такие уходят. Да. А мы решили так по фляжечке. По фляжке и одну с собой. Да. Наконец-то фляжка пригодилась. А то тащили ее. Сколько километров мы ее тащим? Хрен его знает. Через всю Давай целый Испанию. термос наполним. Да. Зачем идти пешком такой длинный маршрут? Ну, во-первых, это красиво. Настолько, что вряд ли найдется камера, способная передать всю полноту этой красоты. А когда идешь пешком, хочешь не хочешь, замечаешь вокруг себя намного больше. А во-вторых, это идеальные условия для того, чтобы жить моментом. Не загадывать наперед, а сосредоточиться только на том, что происходит с тобой именно сейчас. Доброе утро. Сегодня ровно неделя, как мы вышли из Сен-Жен-Пье-де-Пор. И вот мы уже в маленькой испанской деревне, название которой я не знаю. Это прекрасно. И хотя накануне мы выпили термос вина и прошли 30 километров, настроение было бодрым, ведь далеко идти в этот день мы не собирались. Дошли до небольшого городка под названием Виана, остановились в альберге Донатива. Мне разрешили тут курить, и прекрасный вид. Ну, мило. Доброе утро. Кофе тут волшебный. Паста была просто. Всего 2 тарелки съел. Я тоже. Не стали далеко уходить мы и на следующий день. Подходим к городу Лагронья. Ночевать в альберге 2 дня подряд с разницей всего в 10 километров. Ну как от этого можно отказываться? Ведь кроме базовых удобств, в каждом из них своя неповторимая атмосфера. Стандартный завтрак в Донативо альберге. Батон, какие-нибудь варенье, печеньки и кофе. Обычно сильно больше ничего нету. Да и в принципе испанцы не завтракают очень плотно. Так что приходится набивать живот огромным количеством батона, намазанным огромным количеством варенья. Вот так и живем. Поскольку мы отправились в это путешествие без денег, местных сим-карт у нас не было, так что зачастую мы проводили без интернета по несколько дней подряд.
Но в сегодняшнем перегруженном информацией мире этот момент точно нельзя назвать негативным. Там сзади меня завод по производству вина. И рядом с заводом лежала бутылочка, произведенная прямо на этом заводе. Сейчас попробуем, надеюсь, что это действительно вино. Да, вполне. Проходя через бесконечные виноградники Риохи, несложно догадаться, почему один из девизов пути звучит как «No vino, no camino». Мы сегодня прошли 30 километров. И сейчас находимся в альберге Донативо в Нефера. И едим. Наготовили себе еды. Макарон. Чувак один подарил грибы. Сделали салат. Просто фантастика. Не в каждом альберге есть ужины и завтраки, но в таких ситуациях там обычно есть свободная кухня, а в холодильнике можно найти что-нибудь от тех, кто уже пошел дальше. Неплохо живем. У нас на обед батон, горошек, найденный в альберге, сосисоны, найденный в альберге портвейн и немножко колы. После того, как сделали вчера 30, так тяжело, просто жесть. Остановились в прекраснейшем месте. Тут у нас и столик, и стулик, и фонтанчик с питьевой водой, и трактористы по соседству испанские. Спали сегодня на улице в городке Санто-Доминго. Замерзли, холодно было, просто нереально. Все до сих пор болит. Вчера прошли километров 20 примерно. Сегодня пойдем совсем чуть-чуть, километров 8. И должен быть опять альберге Донативо. Может, придем там в себя. Я только что съел, наверное, 5 тарелок супа из каких-то бобов. Похоже на горох. Господи, я счастлив. Невероятно. Все прекрасно. И Wi-Fi, и Донативо. Но при этом этот альберги отличается от предыдущих тем, что здесь достаточное количество каких-то платных опций. Можно купить каких-нибудь сувениров здесь преспокойно, или бутылочку вина, или в необеденное время, чтобы тебе приготовили сэндвич, попросить. И даже услуга массажа есть. Такая вот многофункциональная тетушка, которая рада помочь, а мы рады эту помощь принять. Очень рады. Время 5 утра. Лежим мы такие, никого не трогаем. Вдруг начинается буря, шторм, и с потолка начинает литься вода. Испанское лето не такое уж и безоблачное, но таких сильных ливней мы не видели на Камино ни до, ни после. Большую часть пути нам везло не попадать под дождь, но той ночью повезло особенно, учитывая, что палатки у нас с собой не было. С одной стороны, наличие палатки сильно упростило бы вопрос ночлега, но как бы мы ни старались взять в дорогу только самое необходимое, рюкзаки все равно были забиты под завязку. В нормальную погоду спать на улице на Камино достаточно безопасно, но для полноценного отдыха альберги, конечно, годится намного лучше, так что мы стремились попасть в каждый из них, ведь это еще и возможность нормально поесть, помыться и зарядить свои гаджеты. И, конечно, когда у нас появлялись деньги, мы обязательно оставляли что-нибудь в коробочке для Донативо. Вот такой вот альберги у нас сегодня, всего лишь спустя 5 километров после предыдущего. Решили не напрягаться, потому что скоро нас ждет несколько дней достаточно сложные дороги, и альберги там не будет. Решили подготовиться, отъесться и отоспаться.
Проснулись, позавтракали и снова в путь. Следующий альберге, в котором мы сможем поспать, примерно через 50 километров. Денег у нас не осталось, так что дорога предстоит интересная. В альберге можно оставаться только на одну ночь, а в 8 утра они уже закрываются на уборку. В альберге Донатива, как правило, работают волонтеры. Стать одним из них можно только пройдя Камино хотя бы раз. Как оказалось, на пути Сантьяго по системе Донатива работают не только альберги, но и даже вот такие импровизированные кафе. И найти его в этот день было для нас приятным сюрпризом и большой удачей. Зашел я тут в альберге с баром попросить хлебушка, а во дворике мы встретили девушку, которую встречали раньше на своем пути. Ее зовут Николь, она из Германии и невероятной теплоты и доброты человек. Вот, она купила нам пиццу, так что мы накушались и довольные сейчас пойдем искать место для ночлега. Дошли до городка под названием Хагес, решили осмотреться и нашли мега странное место, где чувак делает инсталляции из мусора. Видимо, он очень сильно не любит мусор и призывает всех остальных не любить мусор и не производить его. Доброе утро, давненько мы не спали на улице. Вот сегодня поспали на улице. По плану дойти в город под названием Бургас. Он довольно-таки большой. До него нам идти 20 километров. Нормально. Несколько столетий путь Сантьяго был практически забыт. 40 лет назад Камино прошли всего 13 человек, но с тех пор все больше людей стали открывать для себя дорогу в Сантьяго. И в 2019-м вместе с нами по ней прошли уже больше 300 тысяч человек. Придется вам поверить на слово, но тут, конечно, очень красиво. Доброе утро, проснулись мы в городе Бургас, возле крепости города Бургас. Прекрасное местечко, отлично спрятались, нормально поспали. Я вчера поиграл вечером на укулеле, нам накидали 4,5 евро, вот только все магазины дешевые были закрыты, поэтому банка фасоли и батон обошлись нам в 3,5 евро. Будем двигаться из города, предстоит пройти где-то километров 10, а сейчас, может быть, немножко осмотримся, может быть, нет, не знаю. Я ловец раков. Одна из самых приятных деталей нашего путешествия – отсутствие ограничения по времени, а значит намного больше возможностей увидеть то, что обычно остается незамеченным. Единственное, что иногда заставляло торопиться – необходимость успеть занять место в альберге. Солнце еще не взошло, а мы последние, кто сегодня вышел из альберги. После Бургаса зашли в Тардахас. Там муниципальные альберги Донатива. Обычно они стоят 5 евро, здесь Донатива. Но в нем не было ни кухни, ни хрена. Микроволновка и тостер. Ну, в принципе, нам хватило для того, чтобы как-то выжить. Ну и завтрак был совершенно стандартный и вполне сытный. И были у нас хоспитальери, две прекрасные, очаровательные испанские тетушки, которые очень говорливые, но, к сожалению, совершенно не понимают английского. Мы с ними разговаривали через Google Translator. Очень редкие испанцы понимают английский язык, так что знание испанского значительно облегчило бы нашу жизнь в пути. Google-переводчик со своей задачей справлялся практически никак. Общение с местными происходило в основном на пальцах, но одну фразу я выучил очень хорошо. «Puedes darme un poco de pan, por favor?» «Дайте мне, пожалуйста, кусочек хлеба».
Мы остановились в потрясающем альберге в очень странном местечке под названием Сан-Антон. Здесь нет ничего, кроме развалин, вот таких вот, невероятно старых. И альберги. Здесь не было ни электричества, ни горячей воды. Но здесь было охренительно. Мы еще вечером в бар пошли, который тут неподалеку находится. Сидели, пили, слушали всякие истории на испанском языке. Ни хрена не понимали, но было очень круто. Мы заходим в городок под названием Кастро-Херес. Все еще находясь под впечатлением от предыдущего альберге, долгих остановок мы не делали. Следующий приют на нашем пути был всего на 12 мест, и мы спешили занять пару для себя. Август в Испании — сезон отпусков, и на Камино максимальное количество паломников. Когда мы пришли, альберге был еще закрыт, а к открытию все места уже были заняты, и это несмотря на то, что здесь опять не было электричества. Нам сделали ритуал омовения ног. Мы сели есть охренительную пасту, приготовленную итальянцами. О, Господи, и вино, какое вино здесь, оно просто потрясающее. Причем они говорят, да, оно местное, дешевое. Путь Сантьяго для испанцев – культ. Практически каждый житель страны либо прошел его, либо намерен это сделать в будущем. И все равно подавляющее большинство людей на Камино – иностранцы. Вечером за ужином здесь можно встретить людей из самых разных точек земного шара и самых разных социальных слоев. На пути ощущается совершенно особая атмосфера. Почти каждый день, а иногда и по несколько раз, случаются какие-нибудь приятные неожиданности, которые воспринимаются порой как маленькие, но самые настоящие чудеса. Я зашел в альберге проштамповать наши креденциаль. Подсмотрел пароль от Wi-Fi, мы сидим возле альберги, ковыряемся в интернете, и к нам подходит его хозяин и говорит: ребята, если вам негде поспать, я еще не собирался открывать свой альберг, но могу для вас открыть. У вас все в порядке, все хорошо, вы можете поспать у меня. Мы говорим: прости, человек хороший, но у нас нет денег. Он говорит: ну, что ж поделать, ничего страшного, заходите. А ведь мы были уверены, что в этот день будем спать на улице. Хозяин альберги раньше преподавал живопись в Нидерландах, так что большинство этих картин написаны им самим. Когда-то он сам прошел Камино, и открыть собственные альберги было его давней мечтой. Сегодня утром мы одни на кухне. Наконец-то на завтрак яичница. Даже если целенаправленно пытаться не учить испанский, есть одна фраза, которую хочешь не хочешь, но выучишь по дороге в Сантьяго. «Буэн камино» – «счастливого пути». И звучит она здесь так часто, что со временем от нее даже немного устаешь. Сегодня прошли километров 13 и легли поспать днем. Решили продолжить ночью, потому что спать нам негде. Ночью довольно холодно должно быть. Подумали, что лучше идти. Все пошло не совсем по плану. Прошли мы вчера 8 километров ночью. Страшно захотелось спать. Решили часик поспать. В итоге уснули и проспали до утра. Залезли в заброшенный дом на дороге. Сейчас разожжем костер и будем кушать эту восхитительную консервированную фасоль с колбасками. Дом на самом деле вообще не внушает доверия. В любой момент может обвалиться, так что мы находимся в огромной опасности. И надеюсь, это того стоит. Поели Фасольки на костре. Дошли до ближайшего городка.
Сдвинули тут лавочки около церкви, пристроились поспать. Холодно было невозможно, 8 градусов. Зато с утреца я зашел в соседние альберги, попросил хлеба, и нам зафигачили огромный бутерброд с сыром и помидорками. Обожаю бобы. Как в лагере летнем. На сегодня план пройти всего-то каких-то километров 5 и заселиться в еще один альберге де Натива. Несколько дней назад в одном из альберги я нашел в забытых вещах неплохие такие кроссовки. А это значит, настало время расстаться с моими любимыми кроссовками, которые я взял с собой в эту поездку. Правда, эти кроссовки, они ни хрена не приспособлены для долгой ходьбы. Тем не менее, я достаточно успешно прошел в них почти 400 километров. Проехал половину Испании, и вообще куплены они были 5 лет назад. Хочу выразить благодарность компании Caterpillar за то, что они сделали такие офигительные кроссовки, которые выдержали все вот это вот. Вот они, те, кто прошел со мной, блин, очень много километров. Не только по Испании, не только по Камино, но и вообще в жизни. Больше этих кроссовок с нами не будет. Если кто-то из компании Caterpillar смотрит это видео, можете выслать мне еще. Чаек с молочком. Мы ленивые жопы. Да, прошли сегодня всего километров 5. Дошли до городка Эль-Бурго-Ранджеро. Просто, когда мы ходим между городами в поисках альберга де Натива, нам приходится спать на улице, подолгу искать ночлег, искать, что поесть, где поесть. И это выматывает. Поэтому, когда есть возможность каждый день пути, пусть и с разницей в 5 километров отдыхать, я считаю, ее надо использовать. Но сегодняшний наш альберги больше похож на общежитие, забит под завязку, куча народу, куча итальянцев, все воруют горячую воду. Купили макарон каких-то дешевых, будем готовить пасту, есть томатный соус. Ежевичка поспела, можно перекусить. Этого момента я ждал с самого начала пути. Очень хотелось попробовать местную ежевику. Нашли яблоневый сад, блин, усыпан яблоками, и они наконец-то созрели. Едим! Больше всего жаль, что нельзя отоспаться и отъесться с запасом на будущее. Доброе утро. Спали на улице, недалеко вот от такой вот прекрасной речки. Уже во второй половине дня мы, изрядно отвыкшие от шума и суеты, подошли к самому крупному городу на французском пути. Находимся мы сейчас в городе Лионе, и сейчас будем кушать. Благодаря вашей поддержке В нашем меню сегодня нут, прекрасная вещь, обожаем. сардины. Сардины были вытащены из ящика для помощи малоимущим. Ну а кто тут более малоимущий, чем мы? Да. Багет. И... Пивко, знаменитое пивко. Да не доставай ты его.
прекрасно. Мы купили еще много чего, но обо всем этом попозже. Нам сейчас 4 дня идти пешком, походу, так что мы решили затариться по на полной. все 4 дня решили, и рюкзаки такие тяжелые, вы даже себе не представляете. Просто дальше негде будет рассчитываться карточкой, и цен таких дальше точно не будет, так что, приходится жертвовать здоровьем. Камино Франсес проходит через 4 испанские провинции. Леон – столица самой крупной из них, и многие начинают свой путь именно отсюда. Не у каждого найдется достаточно времени, чтобы пройти весь путь целиком. Тем более, если следовать канону, идти нужно прямо от дверей своего дома. И мы встречали по дороге людей, которые шли пешком из Германии, Швейцарии, Италии, Чехии. Какая очаровательная лужа. Для того, чтобы прохождение пути было засчитано официально, достаточно пройти только последние 100 километров. И так делают многие. Но, конечно, не мы. Мы только что поняли, что сегодня 4 недели, как мы идем Камино. И нам еще 300 километров до Сантьяго. А потом еще 80 до Финистеры. Не торопимся. Не торопимся вообще. А еще мы вчера купили колбасы. Чоризо по-испански. За время пути мы уже второй раз ночевали в кемпинге. Аренда места здесь платная, но в нашем случае достаточно было просто уверенно зайти и также уверенно выйти. Дорога от Бургаса до Леона проходит в основном через равнины и поля. После ландшафт начинает наконец-то меняться. А еще здесь, пожалуй, самая большая концентрация донатива кафе. И их хозяева, глядя на наш внешний вид, категорически запрещали нам оставлять им деньги. И даже когда мы уже наедались, обязательно старались дать еще что-нибудь в дорогу. Доброе утро. Устроились спать в клумбе. 4 ночи, спали на улице. Хочется опять поспать в кроватке. В тепле. Осталось пройти сегодня километров 18 и будем спать в альберге. Благодаря французскому священнику Эмерику Пико сегодня маршрут Камино в точности такой же, как и 1000 лет назад, когда он совершил свое паломничество в Сантьяго. О своем путешествии Пико написал 5 книг. В последней он подробно перечисляет все природные приметы и города на своем пути. Сегодня за их сохранностью следит специальная организация – Сообщество друзей Сантьяго. А мы тем временем, наконец-то, добрались до альберги. Потрясающе! Посмотрите, тут и сад, тут и восхитительные госпитальеры по имени Пит и Питер. И тут же горячая вода бесплатная, и кухня-то здоровая, и все это на 46 мест. Только курить нельзя, но и это даже хорошо. Понемногу мы уходили все выше в горы. Днем здесь не так жарко, как было в предыдущие дни, и несмотря на подъем, идти было намного проще. Обожаю. Спасибо, люди. До этого путешествия мы никогда не были в горах, и во время переходов открытием для меня стало то, что подъем в этом деле не самая сложная часть. Если слишком сильно разогнаться, не остановиться уже до самого низа. Впрочем, спускаться на самый низ перевала в один этап было совсем не обязательно. Прямо на склоне в маленьком городке Эль-Асеба нас ждал очередной альберге. Что скажешь по поводу ужина? Очень ищи на небесе, да светится имя твое. Наташа с ума сошла. В прошлый раз так высоко мы были только в самом начале пути. Тогда из-за тумана у нас не было возможности как следует насладиться видом гор, но теперь мы наконец-то смогли наверстать упущенное.
Доброе утро! Доброе утро. Нормально поспали. Единственное, что голова болела страшно, потому что мы вчера поднялись на 1500 метров в высоте, мы сейчас. И мы сегодня еще спустимся на высоту 500 метров. Ну, еще мало пили водички. Если вы на большой высоте, обязательно пейте водичку, да, потому что голова раскалывалась, конечно, несусветно. Встретили двух невероятных французов. Они нам очень помогли. Своими наставлениями рассказали о девушке, которая в прошлом году из Франции совершила свое путешествие по Камино, одна совершенно без денег. И сказали поэтому: ребята, все будет круто. У нее получилось, и у вас получится. После хорошего отдыха крутой спуск мы преодолели достаточно быстро и уже к обеду заселились в огромные альберги на 146 мест, расположенные в городке Понферрадо. На пути находится колоссальное количество достопримечательностей. Не имеет значения, проходит ли дорога через крупный город или маленькую деревню, там обязательно найдется на что посмотреть. Самая невзрачная с виду маленькая церквушка внутри может оказаться одним сплошным произведением искусства, и если заходить в каждую из них, прохождение пути займет как минимум в 2 раза больше времени. Мы шли через городок под названием Какабеллас. Было очень жарко. И тут мы увидели речку и пляж. В самое жаркое время дня с 2 до 4 часов испанцы соблюдают сиесту, и на улице почти ничего не работает. Так что, по ощущениям, выйти на берег поближе к прохладной воде решил весь городок. В горной речке в жизни не купалась. Холодно. Очень. Но безумно приятно, когда 42 градуса на улице. Решили мы сегодня попробовать напроситься поспать в какой-нибудь альберге. Мы пришли и рассказали, что вон так и так, можно ли у вас поспать. Сначала нам предложили: вы можете поспать на нашей территории, а потом подумал и сказал: у нас тут крапива растет на заднем дворе. Давайте вы ее выдергаете и поспите как люди. Господи, какой кошмар. 2 раза неправильно ударение умудриться поставить. Крапива. Выдернуть. Ё-моё. Доброе утро. С нами продолжают случаться прекрасные вещи. Альберг называется Эль Сибаль и Ла Луна. Мы сегодня ужинали вместе с Хоспитальери. Ужин с Хоспитальери — это совершенно другое дело, совершенно другая атмосфера. Есть у них чему поучиться и есть им что рассказать. А еще утром ни у кого не звонили будильники. Каждый может проснуться во сколько посчитает нужным. Вот такие вот потрясные оазисы иногда встречаются на Камино. Думали, сегодня переночуем в бразильском альберге до Натива, все дела, а он закрыт. Ну ничего, решили мы поспать в замке. В руинах замка местного. Только подниматься сюда — это полная дичь. Очень круто. Слишком круто. Фух. Ну, тут есть деревянные настилы, и на них, скорее всего, будет тепло спать. А еще 6 ракушек из 5. Иногда ночевать под открытым небом некомфортно и холодно, но засыпая, глядя на усыпанное звездами небо, просыпаясь от света восходящего солнца, вопросы комфорта отходят далеко на второй план. Сидим мы такие, чилим, ждем, пока жара спадет.
познакомились за это время с человеком по имени Джон из Ирландии. И что-то как-то слово за слово. И бах, и он нам принес покушать. Нам нужно идти дальше. Мы не можем отсюда уйти, потому что здесь так хорошо. А предстоит нам подъем на километр. Ой, километров 10 нам сейчас идти просто в горку. Честно, так лень. Ну, пойдем. Мы все ближе подходили к территории Галисии, четвертой и последней провинции Испании на нашем пути. Климат Галисии существенно отличается от остальной страны, здесь намного более влажно и дождливо, особенно высоко в горах, отделяющих регион. Самая высокая точка пути Сантьяго находится здесь, и оглядываясь по сторонам, то и дело замечаешь, что находишься выше облаков. Окружающий ландшафт, сплошные луга и силуэты гор. Виды в этой части Камино, пожалуй, самые красивые, а вот с ночлегом есть определенные сложности. Мы уже все сложили, но сегодня спали вот тут. Вот такой прекрасный вид у нас был. Было прохладно, мягко говоря. Но очень надеюсь, что сегодня ночью мы будем спать в кроватке. Чем ближе к Сантьяго, тем меньше на пути до Натива Альберге. Но в здании древнего монастыря города Самос мы его все же нашли. Сегодня у нас в меню на обед божественные бутерброды, свежайший батон, чоризо, сыр и огурчик. Огурчик. Вот такой вот бокадилло, как говорят испанцы. Никогда не было и вот опять. Радость. 100 км осталось. Надолго задерживаться у этой знаковой отметки мы не стали и поспешили занять себе места в последнем на пути до Сантьяго, до Натива Альберге. Ляга, попробуй. Это самая офигенная кровать из всех, на которых мы спали. Компания у нас тоже оказалась необычной. На Камино очень редко удается услышать русскую речь, и каждая такая встреча – событие. Мы вновь встретили русскоговорящего человека. Ее зовут Светлана, она из Кургана. Рисует открытки замечательные с изображением Кургана и Испании. Кстати, с помощью этих самых открыток она и накопила денег на прохождение Камино. А еще недавно Светлана Диканова выпустила сборник путевых заметок о своем путешествии по Камино. На этом интересные встречи не закончились. Здесь мы познакомились с Жаном Рене из Франции. Он, как и мы, пошел Камино без денег, но не потому, что у него их не было. Жан задумал посвятить себя помощи нуждающимся, и чтобы в этом преуспеть, решил побыть нуждающимся сам. Bonjour à tous. J'espère que vous avez une bonne vie. I hope you have a good life. Такая вот ситуация. Выходим мы, значит, все сейчас из альберги, и Жан Рене говорит: ты сейчас деньги потеряешь, вывалятся из кармашка. И я такая: какие деньги? У нас же нет денег. И тут вот оказывается, что кто-то вчера подложил нам 50 евро в кармашек. Я не знаю, хочется плакать, смеяться, и, господи, спасибо большое. На пути нам и до этого помогали деньгами, но еще ни разу не подкладывали незаметно и так много. Доброе утро. Для нас уже стал классическим завтрак. Делаем чаек. Заранее вечером просим кипяточка, завариваем чай с сахаром. К утру он еще остается достаточно горячим. И поедаем Шоколадную пасту с печеньем тостада. А до Сантьяго нам осталось идти 50 километров. Казалось бы, всего ничего. Мыслями мы были уже в Сантьяго, но дорога через эвкалиптовые рощи Галисии не давалась легко. Темп, взятый в предыдущие дни, давал о себе знать. И тут мы заметили любопытное объявление с просьбой о помощи по хозяйству.
Взамен предлагался ночлег, еда и карманные деньги. Так мы оказались одни в 8-местном альберге со всеми удобствами, ужинами, обедами и завтраками. Ну а на следующий день настало время поработать. Чем ближе мы были к концу пути, тем острее становился вопрос о том, как добираться домой. Ехать автостопом по Испании совсем не хотелось, а билеты на автобус до Франции были нам, мягко говоря, не по карману. Сегодня мы работали на немецких фермеров в Испании. Вот такую кучу сена перетаскали за сегодня. И еще там. Половину вон той зеленой. Я могу сказать только одно слово. Неожиданно. У нас есть еще 100 евро. Это значит, что теперь мы купим билеты до Франции, и мы не будем стопить по Испании. Вау! За всю дорогу мы впервые дважды ночевали в одном и том же месте. В пути мы провели уже 6 недель, и ежедневные перемещения настолько вошли в привычку, что представить свою жизнь без них стало практически невозможно. Каждый день мы просыпались и шли в сторону Сантьяго. И вот мы уже совсем близко. А мы почти пришли. Там, вот где солнце светит нам в глаза, там видно собор Сантьяго де Компостела. Но сегодня в собор мы не пойдем. Пойдем завтра, и Компостелу получим завтра. Тем не менее, мы спешили попасть в город этой же ночью. По традиции, установленной испанскими королями, первые 10 пришедших в Сантьяго пилигримов получают право на обед в ресторане на Соборной площади. И чтобы точно попасть в эту десятку, мы решили спать по очереди прямо возле офиса регистрации паломников. У нас тут небольшая ситуация. Наташа спит и даже не подозревает о надвигающемся шторме. Вот ради этого вот. Вот ради этого мы ходили. Нет, конечно, нет. Ради этого можно ради было... Ради завтрака в час дня в отеле. Ну что сказать. Вчера ночевали на лавочке. Сегодня едем в ресторане 5-звездочного отеля. Вот. Качели. Кроме приглашений на обед, в Сантьяго мы получили свидетельство о завершении паломничества. Хотя завершенным оно может считаться только после посещения собора Сантьяго де Компостела, где, по легенде, хранятся мощи апостола Иакова. Но на самом деле конечная точка пути находится не здесь. Я больше не могу. Можешь. До Фистеры 90 километров. Да нормально. Сейчас быстро пройдем. Ноги болят невозможно. Все болит, ничего не помогает уже. Просто как две развалюхи такие. Ну ничего, сейчас отойдем немножко от Сантьяго, где-нибудь поспим, а завтра будет альберге. Всего в паре километров от города мы нашли укромное место с видом прямо на собор. Только там к нам пришло осознание масштаба преодоленного пути. А еще там я понял, что изначально мы заходили в Сантьяго с черного хода, а парадную увидели только сейчас. И для того, чтобы по-настоящему прийти в Сантьяго, туда нужно вернуться из Финистерры. Но на следующий день эйфория сменилась усталостью, и добраться до альберге нам не удалось. Каждую ночь к утру собирается такой туман, что становится мокро. И так каждую ночь, как мы спали в Галисии. Очень красиво и очень холодно. Алоэ. И насморка никогда не будет. С таким алоэ, конечно. Сегодня мы наконец-таки добрались до альберге де Натива. И снаружи оно представляет из себя
обычное здание из красного кирпича, двухэтажное. Заходим мы внутрь, понимаем, что здесь вообще никого нет. Но есть наши любимые матрасы синие, 2 этажа, 2 душа с горячей водой и просто коробочка под донативы, типа за уборку этого самого здания. Вот такое вот место. В полном одиночестве мы тут спали. Офигенно. Хотя не сказал бы, что спали мы офигенно. Все равно неплохо. Финальная точка пути – мыс Финистерре на берегу Атлантического океана. И хотя мыс не является самой западной точкой Европы, римляне считали, что край Земли находится именно там. Шли мы такие, думали, ой, сейчас придем в альберге, там будет ужин и все такое, поспим в кроватке. Хрен там, альберги уже 2 года как не существует. Вопрос ночлега становился все острее, ветер усиливался, дорога уходила в горы, а в последнем на ближайшие 15 километров баре отказались наполнить наш термос кипятком. И мы такие грустные пошли вдоль того же самого бара, и выходит немецкая женщина, которая до этого уже пыталась за нас вписаться в поисках кипятка, и говорит: ребята, хотите отужинать вместе с нами, вместе с моими немецкими подругами? И куча пожилых девушек немецкого происхождения, давай нас трапезничать и напивать вином. Отужинали, и они такие, мы оплатим вам альберги. Отдельная комната. Отдельная комната в альберге. Со своим бойлером собственным под горячую душем. водичку. Короче, если все идет через жопу, значит, скоро все пойдет очень... да, только так оно и работает. Неплохо мы вчера отпраздновали 2 месяца с момента, как уехали из Минска. Спасибо немецким тетушкам. А еще они нам положили 40 евро в карман. Я не знаю, воришки наоборот. Вот мы смотрим туда и не можем понять, это океан уже или нет. Да, это действительно океан. Издалека в это было сложно поверить, но очень скоро сомнений не осталось. Сочи? В пути я много раз представлял себе, каким будет наше знакомство с океаном. Думал, что сразу побегу в нем купаться, но пока решился только окунуть ноги, а поближе познакомиться немного попозже. Заселились мы в последней альберге на пути к Финистерре. Она завтра. Океан. Конец пути. И оно уже начало. И оно же начало нового. Встретили славного парня из Иркутска. Он нам рассказал пару фишечек о том... И сказал, что спрятал рядом с Сантьяго палатку. Попытаемся ее найти. Классическое утро в альберге. Все еще спят. Один Никита обжигается. Другие мы оставили. Да, оставлю, я не волнуйся. Волнительно, эмоций куча. Осталось 11,5 километров до края земли. Мы пройдем почти 900 километров пешком. Охренеть. Последние километры, отделявшие нас от мыса Финистерре, стремительно исчезали под ногами. Было одновременно радостно и грустно от того, что мы вот-вот доберемся до конечной точки нашего путешествия. Большинство людей приезжают сюда из Сантьяго на автобусе, но мы решили идти пешком еще в самом начале нашего камина. И теперь, стоя возле отметки 0 километров, окруженные со всех сторон океаном, убедились, что все это точно стоило проделанного пути. Мы пришли. Мы пришли. Здесь написано, что мы дошли до края земли. И, видимо, это правда. Нет слов. Столько эмоций, что нет слов. Ровно 7 недель в пути, почти 900 километров пешком через горы, поля и леса Северной Испании. И все равно я до сих пор не могу ответить на вопрос, зачем все это было нужно.
Наверное, просто потому, что очень хотелось, а все остальное не так уж и важно. О, какой он холодный! Мы дошли. 0 позади, а значит впереди новая дорога, и нам нужно возвращаться домой. Но для начала надо искупаться.